Всем привет! Сегодня у нас расклад «Ты ему нужна» или просто привычка егошня. Егошнее слово есть, потому что я с вами разговариваю на кураптоновском языке. И знаешь, вот я, прежде чем начать, позову всех в проживание аркана. Что это такое? Вот знаешь, многие путают арканы и таро. Ну, это одно и то же практически, да, но проживают не карты, никакие не карты, только энергии. И это живые энергии, которые, ты знаешь, можешь прочувствовать каждой клеточкой. Вот просто представь, вот каждая карта, каждый аркан, да, это зеркало, в котором отражается вся твоя мудрость, вся твоя жизнь. Вот, например, я объясню. Ты боишься собак, да? Ну, возьмем такое мелкое. Боишься собак. Что это у нас? Это значит, тебя в детстве покусала собака, налаяла на тебя, там, неприязнь. И вот это все можно проработать. То есть, знаешь, это психотерапия, но психотерапевтом являешься ты. И вот на основе инсайтов в аркане у тебя проработка идет. И знаешь, вот когда ты по-настоящему проживаешь аркан, да, когда вот позволяешь его энергии течь через тебя, то вот ты начинаешь видеть то, что раньше было вот скрыто. Это знаешь, вот как иногда у тебя происходят инсайты, вроде бы в раскладе ничего такого нового не сказал, да, ну вот так надо делать, вот так. И вот бывает, что ты не замечаешь вот этого простого, и когда тебе это произносишь через расклад, то ты, точно, вот так и надо было. Понимаешь? И это не гадание ни в коем случае, нет. Это психологическая проработка, прям высшего пилотажа. Потому что твое подсознание, оно уже знает ответ. Причем на все вопросы, даже которые ты там, как сказать, и не догадывалась. Вот арканы, они помогут заговорить твоей душе понятным языком. Понимаешь? То есть ты проработаешь детство, ты проработаешь вот эти все травмы от мужиков. Если ты закрытый человек, то очень многие, да практически все, они выходят в люди. Вот как сказать, вот сидит серая мышка дома. Вот мне позавчера или вчера написала женщина, что под раскладом, какой новый мужчина придет, и она спрашивает: так я же дома сижу, как же он придет? Вот я много раз говорил, надо что-то делать, чтобы что-то происходило. Понимаешь? То есть мужик тебе из холодильника никак не придет. Но ты можешь проработать себя, не выбирать то, что, как говорится, вселенная тебе подкидывает, да, крохи, а взять то, что ты хочешь. И это не только про мужиков, нет. Мужиков можно свое дело начать. Вот в маге, например, можно... Кстати, марафон к магу есть еще в чате марафонов. Он... для мага. Это денежный марафон на открытие каналов. То есть его нет нигде в открытом доступе. И это то самое, которое никогда и нигде не будет. Который, как говорится, знаю одну женщину, она вот таким вот всякими вещами занимается, обучением. 500 тысяч стоит. Рублей я имею в виду, не долларов. Вот, но только этот марафон в разы круче. В разы, потому что там шаблонно, а тут чисто, как сказать, свое домашнее. Поэтому обязательно приходи. В Императрице, кроме проживания, есть еще марафон на женскую энергию, на женскую самооценку, на обретение женской самооценки, на излечение женской самооценки. И это на Императрицу есть. Еще мне кто-то писал: а я вот сама проживаю арканы, а
у вас как? Я не понимаю такого вопроса сама. Как это сама? Где инструменты, где медитации, где задания? То есть, если ты посмотрела на карту, это не значит, что ты арканы проживаешь. Ни в коем случае. То есть это полная практика, это полная лекция, час-два часа. Это медитации во вхождение в энергии. Это задание на эти энергии. Понимаете, это не карта дня. Не путайте с картой дней. С картой дня. Потому что многие думают, это просто карта дня. Нет. Вы входите в энергию аркана, и вы он. То есть вы этот аркан. И у вас начинают в жизни происходить те или иные ситуации, те или иные инсайты, то, что вы хотите проработать. Например, вот я поняла вот это. И это в течение дня. То есть вы живете этими арканами. Понимаете? И на каждый аркан составляешь намерение. Намерение — это, как сказать, не мечта, а цель. То есть цель для чего? Вот ты, например, в аркане шут хочешь. Какую... Да что ж такое, заговорился. Какое намерение на шута, да, например? Я хочу обрести легкость на душе, я хочу детскую непосредственность, я хочу проработать проблемы с родителями, я хочу проработать все детские травмы. И это все в шуте. В маге это твое тупиковое состояние, когда апатия, не хочу ничего делать, хочу начать, но не могу начать. И вот это вот все, которое на 1-2 число переносится вечно. То есть это у тебя все выполняется. Хочешь бизнес, это все в маге. Хочешь, не знаю, хоть что ты хочешь, да, например, дело свое начать, свечи лепить, хочу учиться, хочу то, хочу сё, это маг. Когда нам все становится по плечу. Когда вы вошли в энергию мага, в энергию аркана маг, то вам все по плечу. То есть вы можете вообще все, что хотите делать. Императрица. Вот самая больная тема — это императрица. Потому что в ней прорабатывается ваше женское начало. Что это? Это вот эти все мужики-козлы, из служебного романа женщина, которая вот в самом начале начальница. У меня стеснение, у меня вот это все, с мужиками не могу познакомиться. Это все прорабатывается в императрице. И так далее и тому подобное. То есть каждый аркан — это жесткие проработки. Это хуже, чем расстановки. Сильнее, точнее. Мощнее в разы. И добро пожаловать. Вот, я вам кратко рассказал, ответил на вопросы, которые... Вот эти слова я как-то сама проживаю. Если у вас есть колода карт, это не значит, что вы проживаете арканы. Есть инструкции, есть задания, есть сам курс. То есть от себя вы придумать не можете никак. Как бы вы ни старались, как бы себе не внушали, я проживаю арканы, потому что я на эту карту посмотрел. Нет. Проживание арканов — это лекция часовая, 2-часовая. Каждый день медитация, которая вас погружает в начале дня в энергии аркана. И вы проживаете свой обычный день. Идете на работу, идете за хлебом, идете хоть куда, но уже в этих энергиях аркана. То есть уже не как Людмила, Елена, Наталья и так далее, а вот как этот аркан. Не карта дня, не путайте, это не предсказание на следующий день. Это вы входите с помощью медитации, видео. Все это есть в проживании. Это все эти видео есть. И проживаете свой обычный день. И еще один вопрос был, а нужно ли
отпуск брать, не отпуск, нет, наоборот. Чем обычней у вас день, там дом, работа, тем лучше. Только вы уже будете по-другому этот день проживать, потому что вас медитация просто затолкнет в эти энергии. И вы уже не будете там Люда, Люба и так далее. Понимаете? Поэтому все ссылки на курсы, на вот это вот проживание арканов, все на видео, это на Бусти. Доступно из всех стран. Сразу говорю, из всех. Вот если я говорю из всех, значит это из всех. Даже из Антарктиды. Итак, и карточки принимаются они там все подряд. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну и вроде я на все вопросы ответил по поводу... Вот не могу, у меня вот это вот в голове засело, я, говорит, проживаю арканы, но я как-то сама, это что такое, я не понимаю, как-то сама, то есть ее нет в проживании, в чатах проживания ее нет, нигде нет, она просто сама, наверное, купила карту и вот смотрит там на арканшу, да, и говорит, я теперь проживаю тебя. Это не так работает, нет, это не карту достаешь, а это курс. Это курс. Это длинная лекция в видео. Это длинная медитация для того, чтобы зайти в аркан. Это задание на каждый аркан. Это много всего. Как-то там проживать, чтобы просто на карту посмотреть. Это не то. Итак, я вроде все объяснил. Я думаю, что вопросов больше не возникнет, потому что из расклада в расклад один и тот же вопрос. А как это? Это так вот. И, кстати, вы находите друзей. Самое главное, магический чат, он для чего сделан? Чтобы вы общались, чтобы вы выходили из вот этой серой мышки. И магический чат, он подспорье проживанию арканов. Потому что, как сказать, вот то, что вы проживаете в жизни, как вы с социумом взаимодействуете, все это отражается в магическом чате. И не хотите быть серой мышкой, хотите быть вот не столбовой дворянкой. Если хотите быть, я имею в виду, вот начальником, жизнь свою поменять, мужиков строить, а не под них прогибаться. Это все прорабатывается. Это все есть. Да, я же тему-то магический чат, вот как раз магический чат, это видно, как вы взаимодействуете с социумом. Магический чат, он создан для того, чтобы вы выходили из тени. Чтобы вы начинали общаться, вы начинали там то, сё. Но ваше это ваше. Итак, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Единички. Нужна ты ему или просто привычка? Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, потому что я забалтываюсь и куда-то не туда ухожу. И что сейчас заставляет тебя сомневаться в своей нужности ему? Ну, знаешь, по картам ты сомневаешься, потому что он постоянно тебе деньгами помогает. Там я объясню, не бойся. Вот. Счета твои оплачивает, продукты покупает, денег на одежду дает, и вот это вот все дает. И ты думаешь, что он тебя содержит там из жалости или там, может, он действительно со мной хочет рядом быть. И вот ты решила разобраться. Тебе кажется, что ты стала для него обузой, что ли, которую он тащит на себе из чувства долга. И еще он очень быстро по жизни движется.
У него куча планов, он постоянно там что-то решает, туда-сюда бегает, от одного дела сразу к другому переходит, и ты за ним просто не успеваешь. И чувствуешь себя тормозом. Думаешь, что он и мог быть, как сказать, жить лучше, чем с тобой. Что ты его как будто сдерживаешь своими там проблемами, потребностями и прочим. И получается парадокс. Он тебя содержит, но при этом он живет в быстром темпе. И ты не понимаешь, зачем ему это нужно. Если бы он там тебя не любил, то бросил бы, да, и не парился. А если любит, то почему не замедляется, не уделяет больше времени отношениям? И это тебя жутко бесит. Ты хочешь понять, что в его вообще голове происходит. Он тебя спонсирует, но эмоционально держит дистанцию. Заботится о твоих потребностях, но не говорит о чувствах. То есть ведет себя вот как ответственный мужчина, но не как влюбленный. И вот эта странная комбинация и заботы, и отстраненности, она заставляет тебя думать, что ты для него там привычка просто, да, а не любовь настоящая. Так нужна ты ему или просто привычка? Знаешь, он к тебе относится очень серьезно. Ты для него не развлечение и не привычка. Он в тебе видит жену и строит долгосрочные планы. Поэтому он и помогает материально. То есть инвестирует в ваше общее будущее. И в его голове вы уже семья. Потому твои проблемы, они автоматически становятся и его проблемами. Понимаешь? И этот мужик, он основательный. Он вот, знаешь, не тот, кто вот быстро влюбляется и быстро остывает. Нет, каждое решение он принимает взвешенно. Каждый шаг он просчитывает наперед. И решение быть с тобой он тоже принял основательно. Не на эмоциях, а вот после тщательного анализа. И он понял, что ты ему подходишь как вот хорошая спутница жизни. И знаешь, я не знаю, как ты себя считаешь, но он тебя и считает этим источником радости. Вот когда у него получается какое-то важное дело, да, он этим именно с тобой делится. Когда у него настроение хорошее, он зовет тебя там гулять в кафе и так далее. Ты его батарейка, которая ему дает энергию для всех его активных планов. И без тебя его жизнь была бы успешной, конечно, но скучной. И знаешь, что он тебя уже вписал в свою жизнь навсегда. В его планах, вот, как сказать, на следующий год ты там тоже есть. В мечтах о доме, который он хочет, ты тоже есть. В разговорах с друзьями он говорит там «мы», а не «я». То, что тебе кажется привычкой, на самом деле это глубокая привязанность мужика, который просто не привык много говорить о своих чувствах, но он много делает для любимой женщины, понимаешь? Как тебе быть, а к болезненному разговору готовиться? Потому что скоро между вами серьезный конфликт произойдет, который все ваши недопонимания вскроет. Ты выскажешь ему свои сомнения, а он рассказывает, что на самом деле чувствует. И это будет больно для вас обоих. Потому что придется правду говорить, без вот этих вот прикрас, понимаешь, без розово-сопливых очков. Ты узнаешь вещи о себе, которые ему не нравятся. Он скажет, что иногда ты ведешь себя как избалованная принцесска, которая заботу как должное принимает. Что ты внимания требуешь, но сама даешь мало взамен. И это будет неприятно слышать, но это правда, которую ты должна будешь принять. И он поймет, что слишком замкнулся в себе и не объясняет тебе вот эти все свои мотивы, все свои действия. Что его молчание ты воспринимаешь как равнодушие. Что нужно не только делать, да, но и говорить о своих чувствах. И для него это будет откровением, потому что он, знаешь, он привык показывать любовь делами, а не языком болтать. А тебе-то этого не хватает, ну, я имею в виду слов. И после этого разговора вы начнете строить отношения заново, но уже на честной основе, без вот этих вот иллюзий, без недопонимания. Ты в его чувствах перестанешь сомневаться, потому что он научится их выражать.
А он перестанет думать, что заботы достаточно и будет уделять больше эмоциональной близости к тебе. И у вас будут крепкие отношения, все будет хорошо. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас заставляет тебя сомневаться в своей нужности ему? Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Не всегда. Вот когда я начинаю забалтываться, это значит, бумажки нет. А ты, знаешь, ты сомневаться начала, потому что твой мужик стал слишком самостоятельным. Он решения все сам принимает, даже те, которые касаются вас двоих. Там, куда в отпуск поехать, тоже он решает. Когда, какую квартиру там снимать и так далее, он решает. С кем встречаться, куда идти, опять он. Ты чувствуешь себя просто вот декорацией в его жизни, а не полноценным партнером. И знаешь, у него новая идея недавно появилась. Он хочет кардинально все поменять, всю свою жизнь. Бизнес открыть, в другой город переехать, новое дело начать. Вы уже разговаривали о переезде в другую страну. И знаешь, когда он об этом с тобой разговаривает, то ты сама даже видишь в глазах такой огонечек, когда он говорит про этот переезд. И ты видишь, что эта идея его реально сжигает. И когда он, как сказать... Когда он вот об этом не говорит, а вот просто будни, да, простая рутина, то вот этого огня нет. И ты думаешь, может, я ему просто мешаю? Может, он давно уже бы все изменил, уехал и так далее, если бы не тащил меня на себе. И ты видишь, как он загорается новыми планами, и просто понимаешь, там тебя нет. В его мечтах о новой жизни ты не участвуешь. Он не спрашивает твоего мнения. Он не интересуется, готова ли ты к таким переменам. Вот и получается. Он с тобой рядом, но живет своей какой-то внутренней жизнью. Ты как будто вот за стеклом стоишь и смотришь, как он строит планы без тебя. И вот это заставляет тебя и думать, что ты для него просто там удобная спутница на время, которая не мешает, но и не вдохновляет. Что если там ты завтра бы исчезла, он даже бы не заметил, потому что слишком занят своими вот этими идеями. Так нужна ты ему или просто привычка? Ну, знаешь, давай кривить не будем, он тебя обожает. Но у него есть одна проблема. Он тебя идеализирует до невозможности. В его голове ты не обычная там женщина с недостатками. Нет. Ты у него в голове прям богиня, которая не должна пачкать руки вот этим там бытом и рассуждениями о будущем. Поэтому и не советуется с тобой. Думает, что эти приземленные вопросы тебя не касаются. И он, знаешь, он создал в своей голове целый мир фантазии о тебе. Ты в его представлении вот хрупкая, нежная, неприспособленная к жизни. Ты, наверное, даже знаешь, что он зимой тебе говорит, да, шапку одень, одень шапку, одень шапку. Ему кажется, что ты живешь в мире каких-то грез и не понимаешь вот этой суровой реальности. Поэтому он берет на себя вот эти все решения. То есть он защищает тебя от грязной взрослой жизни. Еще он, знаешь, думает, что ты слишком для него хороша. Ему кажется, что такая прекрасная женщина, как ты, она не может по-настоящему любить такого обычного мужика, как он. Вот так вот. Он вот постоянно ждет, что ты поймешь свою ошибку, да, и уйдешь кому-то получше. Поэтому и не делится планами, боится, что ты увидишь там слабости его, да, и разочаруешься. Ну, сразу скажу, да, ты для него не привычка, нет, ты мечта. Мечта, которая вдруг стала там реальностью, и он до сих пор не может поверить, что ты с ним. Вот каждое утро просыпается и думает, неужели она здесь, неужели она не ушла, неужели она со мной?
Вот поэтому он и ведет себя странно. То есть он боится лишний раз тебя потревожить, чтобы не вспугнуть. Думает, что лучше пусть ты побудешь рядом, как красивая картинка, чем совсем исчезнешь из его жизни. Понимаешь? Как тебе быть? Ну, тебе нужно, знаешь, стать настоящей королевой в этих отношениях. Хватит ждать, когда он тебя позовет в свои планы. Сама врывайся в его жизнь. Инициативу бери. Когда он рассказывает там о новом начинании, о переезде, говори там: а вот я тогда буду там заниматься подборкой дома, да, например, ну, где жить. Когда, как там, посмотри какие-нибудь квартирки съемные, да, в той стране. То есть участвуй. Возьми бразды не правления, а встань на одну ступеньку с ним. И перестань играть вот роль вот этой хрупкой принцессы. Покажи ему, что ты сильная, что ты самостоятельная, которая может быть, как сказать, другом, равным. Начни сама решение принимать, где поужинать, куда там поехать на выходные, какой фильм посмотреть. Пусть увидит, что ты не боишься ответственности. И самое главное, начни побеждать в этих отношениях. Но не в плохом смысле, не, знаешь, в смысле лидерства. Когда он тебе предлагает один вариант, да, ты предлагай лучший. Когда он там сомневается, принимай четкое решение сама. Покажи ему, что рядом с тобой он может достичь гораздо большего, чем в одиночку. И ты стать его вот этим вдохновляет который. Музой. Стать его музой ты должна. Понимаешь, не той, кого нужно защищать вечно, а той, которая сама и поддержит, и защитит, и когда он вот поймет, что ты не хрупкая мечта, а сильная союзница егошняя, то все изменится. Он с тобой начнется делиться со всеми планами, потому что он поймет, что с тобой можно будет горы свернуть. А сейчас, пока ты для него хрупкая, очень тонкая стеклянная ваза, которую он боится разбить. Вот так вот. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечка. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтоб я куда-нибудь не туда не ушел. И первый вопрос: что сейчас заставляет тебя сомневаться в своей нужности ему? Ну, знаешь, потому что этот мужик, он ведет себя очень странно. Поэтому ты сомневаешься. То есть он к тебе относится прям супер нежно, всегда готов поговорить по душам, выслушать проблемы твои. Когда расстроен, он тут же все бросает, приезжает тебя успокаивать. Прям вот как психолог какой-то. Все понимает, все чувствует, все молодец. Но при этом ты видишь, что он от тебя чего-то скрывает. У него есть какие-то делишки, там, встречи, разговоры, о которых он тебе не рассказывает. И когда ты спрашиваешь, он вот уклончиво отвечает, да? Типа: да так, по работе звонили. Или там: так, с другом встречался. А ты прям нутром чувствуешь, что он чего-то не договаривает. И вот эта комбинация тебя и бесит. Вот с одной стороны он такой уси-пуси, троллялюшки, он такой внимательный, чуткий, что прям хочется поверить в его искренность. А с другой стороны недомолвки. Они заставляют думать, что не играет ли он вот эту роль двойную. Не притворяется ли таким понимающим, чтобы что-то от тебя получить. И вот твоя интуиция, она уже орет, что тут что-то нечисто. И ты видишь, что он умеет быть там эмоционально и этим открытым, но как бы только наполовинку. Он как бы открывает дверь в душу, но не нараспашку, а наполовинку. Типа вот: руку не отпущу от ручки. Вот примерно так. И как будто он все втайне держит. И это тебя заставляет сомневаться, потому что ты не понимаешь, зачем секретничать, если действительно человека любишь. А если секретничать, то что тогда вся вот эта нежность стоит? И вот у тебя вот такая вот, такие вот сомнения.
Нужна все-таки ему или привычка? Он раздвоился из-за тебя. То есть в нем живут два человека. И оба они тебя любят по-разному. Один такой страстный, энергичный, горы свернет, звезду достанет. Он хочет тебя завоевывать, хочет тебя удивлять, делать счастливой. Для него ты королева, которую нужно добиваться каждый день заново. А второй холодный, такой расчетливый, каждый твой шаг анализирует. Знаешь, изучает тебя как противника. Слабые места ищет, варианты развития отношений просчитывает. И вот этот второй, он боится, что ты его используешь или обманешь. Поэтому и не рассказывает все, держит все при себе. И знаешь, вот эти два его «я», они постоянно между собой воюют. Страстный говорит: доверься ей полностью, возьми на ручки там и вот это вот все. А холодный говорит: не будь дураком, она ж тебе навредить может. Вот ты душеньку свою откроешь, а она туда нагадит. Страстный хочет признаться в любви и там с тобой переехать и так далее, а холодный заставляет держать дистанцию и проверять твои мотивы. На самом деле ты ему нужна как воздух. Но он не знает, как с этим справиться. Понимаешь, никогда раньше не было у него такой женщины, которая бы так на него влияла. Раньше он легко контролировал свои чувства, а с тобой контроль теряет. И вот это его пугает. Поэтому он и мечется между нежностью и скрытностью. Любит тебя двумя способами одновременно. Как мужчина и как стратег. Понимаешь? Как тебе быть? Знаешь, для него тебе нужно стать как бы женой и мамой одновременно. То есть, я объясню, нет, нянчиться с ним не нужно, нет. Знаешь, заботой окружи его, чтобы он почувствовал себя защищенным. Еду ему готовь там, которую он любит. Там, говори, чтобы там таблетки принимал вовремя, да? Интересуйся самочувствием егошни. Но не как навязчивая тетенька, да, а как любящая женщина, которая хочет о нем позаботиться. Создай ему дома такую атмосферу, чтобы он там расслаблялся и отдыхал душой. Пусть у тебя все будет вот уютно, вкусно и спокойно. И нет-нет компот. Чтобы вот после всех своих вот этих дел, интриг, работ вот этих, он приходил к тебе, как говорится, в оазис посреди пустыни, где не нужно ни с кем бороться, ни от кого защищаться. И, конечно, стань лучше подругой егошней. Есть такое слово, не поправляй меня. Не дави на него, не устраивай сцен. Там все вот вместо этого будь той женщиной, с которой ему хочется делиться всем. То есть слушай его без вот этих осуждений, без закатывания твоих глазок и так далее. Поддерживай его там решения любые. Успехом вместе с ним радуйся. Покажи, что ты на его стороне, а не против него. Понимаешь? И самое главное, не торопи события. Он сам постепенно будет открываться тебе все больше и больше. Каждый раз, когда увидит, что ты его там не осуждаешь, не используешь, там чего-то против него, да, он будет тебе доверять сильнее. Дай ему время разобраться со своими вот этими внутренними противоречиями. И когда он поймет, что ты действительно его любишь, а не играешься, тогда и откроется он полностью. А пока просто вот люби его таким, какой он есть. Сложный, противоречивый, но зато искренен. Понимаешь? Обязательно приходи в проживание арканов и послушай вступление. И помни, что дед всегда рядом.